Всем привет! Иногда природа напоминает, кто на самом деле управляет этой планетой. Одно мгновение исчезают города, миллионы остаются без дома. Это случилось, и это может повториться. Перед вами 10 самых разрушительных и дорогих стихийных бедствий в истории. В ранние утренние часы 17 января 1994 года спальный район Нортридж в Лос-Анджелесе потрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 6,7 балла. Толчки длились всего около 10 секунд, но этого хватило, чтобы разрушить сотни зданий и парализовать инфраструктуру мегаполиса. Обрушились мосты, треснули автомагистрали, рухнули парковки и дома. Более 60 человек погибли, около 9 тысяч получили ранения. Разрушения были хаотичными. Некоторые улицы пострадали сильно, в то время как соседние оставались почти нетронутыми. Землетрясение нанесло огромный экономический ущерб, более 40 миллиардов долларов, став одним из самых дорогостоящих в истории США. Особенно тяжело пришлось больницам, школам и жилым кварталам, многие из которых не были рассчитаны на такие нагрузки. Сейсмологи отметили, что эпицентр находился прямо под городом, на скрытом разломе, о котором ранее не знали. Это стало тревожным сигналом. Угроза может исходить не только от известных разломов вроде Сан-Андрес, но и от тех, что еще не изучены. Нортридж напомнил Америке, что даже современные города не застрахованы от разрушительной силы природы. В 2011 году Таиланд столкнулся с одним из самых разрушительных наводнений в своей истории. Все началось в июле после рекордных муссонных дождей, которые вызвали переполнение рек и водохранилищ. Вода начала стекать с севера страны к центральной равнине, затапливая все на своем пути. К октябрю стихия достигла столицы Бангкока. Под водой оказались сотни жилых кварталов, промышленные зоны, дороги и аэропорты. Затоплены более 20 тысяч квадратных километров территории, это почти пятая часть страны. Пострадало около 13,5 миллионов человек, более 800 погибли. Особенно сильно удар пришелся по экономике. Были разрушены тысячи предприятий, в том числе крупнейшие мировые заводы по производству электроники и автозапчастей. Международные цепочки поставок на месяцы были нарушены. Общий ущерб составил около 46 миллиардов долларов, что сделало это наводнение одним из самых дорогостоящих в истории человечества. Эта катастрофа стала поводом для пересмотра всей системы водного управления в стране. Ведь оказалось, что в условиях изменяющегося климата даже привычный муссон может обернуться национальным бедствием. В конце октября 2012 года сформировался мощный тропический циклон Сэнди, охвативший Карибы и выпавший на восточное побережье США. После прохождения Карибского бассейна он обрушился на Нью-Джерси. 29 октября уже как посттропический супершторм, самый масштабный ураган в Атлантике с диаметром около 1800 километров. Свыше 147 человек в США погибли от наводнений и ветровых разрушений. Вместе с косвенными жертвами общая цифра достигает примерно 160-286 человек. Загрязнение и угроза безопасности возникла из-за затопления 8 тоннелей метрополитена в Нью-Йорке, сотен очистных станций и разливов сточных вод. Ущерб США оценен от 65 до 75 миллиардов. Это одно из самых дорогостоящих стихийных бедствий в истории страны. В Нью-Джерси пострадало около 346 тысяч домов. Разрушены мосты и линии электропередач, без света остались миллионы жителей. В Нью-Йорке разрушено порядка 305 тысяч домов, затоплены метро и улицы, около 2 миллионов человек были обесточены. Эвакуация, остановка транспорта и отключение связи – все это превратило мегаполис в зону чрезвычайного положения. После шторма началась масштабная уборка и восстановление, включая усиление дамб и пересмотр системы водозащиты и энергоснабжения на физическом и законодательном уровне. Сэнди стало тревожным сигналом. Изменение климата усиливает погодные аномалии. Ученые подсчитали, что повышение уровня моря из-за глобального потепления добавило около 8 миллиардов к ущербу лишь в зоне Нью-Йорка. В сентябре 2017 года ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико, став одним из самых разрушительных штормов в истории острова. Мария достигла категории 4 по шкале Саффира-Симпсона с максимальными ветрами до 250 км в час. Ураган вызвал масштабные разрушения, были повалены линии электропередач, разрушены дома, дороги и мосты. Большая часть острова осталась без электричества. Некоторые районы не получали энергию более 11 месяцев. Последствия шторма были катастрофическими для инфраструктуры и экономики Пуэрто-Рико. В результате пострадали сотни тысяч жителей, десятки тысяч остались без крыши над головой. Сотни людей погибли, официальные цифры варьируются около 3000 жертв. Кроме физического ущерба, ураган вызвал кризис здравоохранения и массовую миграцию жителей в материковую часть США. Помощь со стороны федерального правительства была критически важной, но сопровождалась многочисленными задержками и сложностями в координации. Ураган Мария стал символом уязвимости Карибских островов перед изменением климата и необходимостью модернизации систем предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В конце 2019 до начала 2020 года Австралию охватили одни из самых масштабных лесных пожаров в ее истории. Эти катастрофические пожары известны как Black Summer – черное лето. Продолжались месяцами, охватив более 18 миллионов гектаров земли. Огонь уничтожил тысячи домов, стер с лица земли целые деревни и привел к гибели более 30 человек. Но еще страшнее были последствия для дикой природы. По оценкам погибло или пострадало более 3 миллиардов животных, млекопитающих, птиц и рептилий. Небо над крупнейшими городами было затянуто густым дымом, воздух стал опасным для дыхания. Экосистемы пострадали настолько сильно, что некоторые виды оказались на грани исчезновения. Причиной пожаров стали как засуха и жара, вызванные изменением климата, так и поджоги, совершенные людьми. Это событие стало тревожным сигналом для всего мира, насколько быстро и беспощадно природа может ответить на бездействие человечества. В августе 2017 года ураган Харви обрушился на побережье Техаса, став одним из самых разрушительных ураганов в истории США. Он достиг категории 4 с порывами ветра до 215 км в час. Но главная угроза пришла не от ветра, а от воды. Харви принес беспрецедентные осадки. За несколько дней в Хьюстоне объем осадков достиг 1,5 метров. Это вызвало масштабное наводнение, улицы превратились в реки и тысячи домов оказались под водой. Более 100 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от Харви составил около 125 миллиардов долларов, сравнительно с ураганом Катрина 2005 года. Харви показал, насколько уязвимы современные мегаполисы перед стихией. Многие районы не были готовы к такому количеству осадков, а система дренажа оказалась перегружена. Этот ураган стал не только катастрофой для Техаса, но и тревожным напоминанием о новых климатических реалиях, с которыми миру придется еще столкнуться. 2018 год стал одним из самых разрушительных в истории Калифорнии по числу и силе лесных пожаров. Самым трагическим из них стал пожар под названием Camp Fire, вспыхнувший в ноябре на севере штата. Огонь распространялся со скоростью, с которой не могли справиться ни спасатели, ни жители. За считанные часы был практически полностью уничтожен город Парадайз. Сгорели более 18 тысяч построек, целые кварталы исчезли с лица земли. Погибли 86 человек, сотни получили ожоги и травмы, а десятки тысяч были вынуждены срочно эвакуироваться. Camp Fire стал самым смертоносным и разрушительным пожаром за всю историю Калифорнии. Причиной трагедии признана неисправная линия электропередач, принадлежавшая компании Pacific Gas and Electric. Позже компания была признана виновной в непредумышленном убийстве и подала заявление о банкротстве. Пожары 2018 года стали зловещим напоминанием о том, как сочетание засухи, сильных ветров и устаревшей инфраструктуры может привести к катастрофе в любой момент. 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань произошло одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории Китая. Магнитуда 7,9 баллов по шкале Рихтера. Подземный толчок длился всего около 2 минут, но за это время он превратил целые районы в руины. Сильнее всего пострадал город Бэйчуань, где практически не осталось уцелевших зданий. Под завалами оказались тысячи людей. По официальным данным погибло около 87 тысяч человек, включая тысячи школьников. Обрушились сотни учебных заведений, вызвав волну общественного гнева из-за некачественного строительства. Более 4 миллионов 800 тысяч человек остались без крова, сотни тысяч получили травмы. Землетрясение ощущалось даже за 1000 километров в Пекине и Шанхае. Правительство Китая направило армию экстренной службы в зону бедствия. А во всем мире начался сбор гуманитарной помощи. Общий ущерб от катастрофы составил около 150 миллиардов долларов. Сычуанское землетрясение стало не только трагедией, но и моментом национального сплочения для Китая. Утром 29 августа 2005 года на побережье Луизианы обрушился ураган Катрина. Один из самых разрушительных и смертоносных в истории США. Он достиг категории 5 в открытом океане, а при выходе на сушу ослаб до 3, но разрушения были колоссальными. Наибольший удар пришелся на Новый Орлеан. Система дамб, защищающая город, не выдержала. Вода прорвала защиту и затопила около 80% города. Улицы превратились в озера, тысячи людей оказались в ловушке без еды, воды и медицинской помощи. Стихия унесла жизни более 1800 человек, а ущерб составил свыше 170 миллиардов долларов. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Ураган Катрина стал не просто стихийным бедствием, а символом системного кризиса, в котором природа показала слабость даже самой развитой страны. 11 марта 2011 года северо-восток Японии потрясло одно из самых мощных землетрясений в истории страны. Магнитуда 9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья региона Тохоку, но разрушения прокатились далеко вглубь суши.
Спустя несколько минут после толчков на побережье обрушилась гигантская цунами. Высота волн местами превышала 15 метров. Целые города были сметены с лица земли. Дома, дороги, поезда исчезли под водой за считанные секунды. Погибло более 18 тысяч человек, десятки тысяч остались без крова. Но на этом кошмар не закончился. Цунами вызвало аварию на атомной электростанции Фукусима-1, крупнейшую ядерную катастрофу со времен Чернобыля. Произошел выброс радиации и началась эвакуация. Ущерб от землетрясения, цунами и аварий составил около 235 миллиардов долларов, став самым дорогим стихийным бедствием в истории человечества. Эта трагедия навсегда изменила отношение Японии и всего мира к природным катастрофам, технологиям и готовности к экстремальным ситуациям. Доллары можно посчитать, статистику перепроверить, но боль, страх и потери никогда не укладываются в цифры. Если видео понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и нажми на колокольчик, пиши в комментариях, что тебя удивило и о чем ты хочешь узнать дальше. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.